Сегодня мы отправимся с вами в демонстрационный зал компании Лазеркат. И если вы вдруг решили приобрести станок с ЧПУ, не делайте этого, пока не досмотрите это видео до конца. Меня зовут Виктор, начнем! А что же у нас внутри? При входе нас встречает стенд с примерами готовых работ. Отдел продаж с приятными людьми, но мы здесь не за этим, мы здесь за станками. Так зачем же тратить время на то, чтобы прийти и посмотреть на станки воочию, если все видео, фото и описание есть в интернете? Сейчас попробую объяснить. Бывало ли у вас такое, что приобретая товар в интернете на том же Алиэкспрессе, вы получали, не совсем то, что хотели? Это должна была быть подушка. Давайте рассмотрим основные причины, зачем все-таки приходить на демонстрацию, даже если вы закоренелый интроверт. Первое. Убедиться в надежности компании. Посещение демонстрации – это действительно возможность убедиться в надежности компании-поставщика, потому что вы видите сами станки, можете зайти на склад, поговорить со специалистами, которые откликнутся и в любой момент придут к вам на помощь. И вот как раз сейчас идет демонстрация одного из наших станков. Демонстрация – это способ обезопасить себя от мошенников, фирм-однодневок или просто контор с низким уровнем сервиса и обслуживания. Второе. Опробовать станки в деле. Рассмотрим самую распространенную ситуацию, когда важна демонстрация. Пользователь приобретает свой первый станок. У него нет реального опыта изготовления тех или иных изделий. Протестировать все можно здесь. Для меня это лучший вариант. Увидеть, как это работает, как выглядит, собственно, пощупать, пообщаться с людьми, которые работают на этой технике вживую, чем посмотреть в YouTube. Демонстрация – это испытательный стенд. Здесь можно проверить, получится ли реализовать то, что вы задумали. Вы можете поэкспериментировать с настройками станков, с лазерными трубками, с фрезами, со своими материалами, и все это под руководством специалистов. Третье. Протестировать материалы. Иногда случается так, что в производство запускается редкий или вовсе новый материал, например, дорогая ткань. Никакой информации о том, как поведет себя эта ткань под лазером, нет. Так получилось, что никто до вас эту ткань не резал лазером. И тут встает вопрос, как поведет себя ткань, какой мощности лазер выбрать. Все это неизвестно. В таком случае на помощь как раз приходят наши демонстрационные залы. Сюда вы можете прийти со своим материалом и вместе с нами попробовать его порезать, погравировать, помаркировать и сразу убедиться в том, что у вас все получится. Нам очень был важен именно чистый рез. Я думаю, что да, это то, что нам нужно. Как вообще вам сама возможность, что можно приехать и протестировать сразу свои материалы на лазерных станках? Это вообще очень замечательно, потому что вот так вот кота в мешке покупать, а оборудование достаточно дорогостоящее, можно сразу предмет всего посмотреть. Четвертое. Познакомиться со станками в удобном для себя месте и удобном формате. Демонстрационные залы компании Лазеркат находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Минске. Но что делать, если нет возможности приехать в эти города? Решение есть. Вы можете отправить свое техническое задание и материалы нам почтой. Наши специалисты проведут все необходимые вам тесты на нужных вам станках. Снимут на видео весь производственный процесс, опишут все тонкости и отправят результаты вам обратно. Согласитесь, это удобно. Пятое. Узнать и проговорить все возможные сложности в работе. Возможно, с вашей задачей можно справиться гораздо проще или с помощью какого-нибудь другого оборудования, которое вы даже не рассматривали. Есть такие нюансы, которые при телефонном разговоре можно и не выяснить. В теории, зачем нужна демонстрация, вроде как разобрались. Теперь попробуем на практике и отправимся к нашим менеджерам. Отвлечем их от работы. Привет, Антон. Привет. Ну что, давай, как будто я у тебя сегодня клиент, и ты проведешь мне демонстрацию. Ну, может, это кофе?
Кофе прибереги для настоящих клиентов. Расскажи, что у тебя там есть в демонстрационном зале, чтобы все поняли, что в него нужно приходить. Лазерный станок Watson 6090 LT. А вот там вот стоит лазерный станок Zerder Flex 1390. Абсолютно одинаковые станки в плане заявленных характеристик. Давай начнем с того, что ты этот станок подвигаешь, потрясешь. Так. Прям вот подойди, не стесняйся. Осторожно, не сломай только. Здесь есть ход. Да. Первое отличие станков – это отсутствие либо наличие рамы. То есть здесь она есть, здесь ее нет. Рама нужна для жесткости станка. Результат, который получается на этом станке, более четкий. То есть нет у нас с тобой каких-то там ошибок, пропуска шага. Двигатель. Вот у меня есть двигатель с этого лазерного станка. Элементарный размер двигателя. Получается как раз та же самая ситуация, когда ты покупаешь в интернете по картинке, и визуально они выглядят одинаково, но размер... Да. А размер имеет значение в данном случае? Ну, в данном случае, да, это трехфазный шаговый двигатель, это двухфазный шаговый двигатель. Ну, соответственно, если мы говорим на практике, для чего это важно? Для сохранения точности изделий. Подведем итог. Не стоит принимать решение о покупке того или иного оборудования, опираясь просто на фото, видео или описание в интернете. Всегда есть вероятность приобрести что-нибудь не то. Станков огромное количество. Вариантов их применений еще больше. Каждое производство индивидуально. И перемножив все эти параметры, мы получаем огромное количество комбинаций и рисков. А демонстрация позволяет свести все эти риски к нулю. Я надеюсь, мы разобрались с вопросом, зачем все-таки нужно приезжать в демонстрационные залы, почему картинка в интернете может отличаться от реальности и что нужно все самому потрогать, попробовать, поговорить с профессионалами. Это был канал Лазеркат. Подписывайтесь, пишите свои комментарии с вопросами и заезжайте к нам в демонстрационные залы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре и Минске. Пока! I love you. Заглянем в портал и снова заглянем в портал. Так. Потратить лишние 30 минут будет не лишним. Да? Потратить лишние 30 минут будет не лишним. 3 hours later. Мне кажется, не париться. Вот.